Если Израиль хочет, чтобы на международной арене его признавали как голос здравомыслия и законной морали, он должен отбросить свое эго и признать геноцид армян. Об этом заявила заместитель главного редактора The Jerusalem Post Тамар Уриэль-Бери. Армения в одностороннем порядке признала палестинскую государственность, став 9-й страной с апреля, сделавшей это в качестве прямого ответа на войну между Израилем и Хамасом. В МИД Армении заявили, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт являются одними из первостепенных вопросов международной политической повестки дня, требующих урегулирования. Отношения между Израилем и Арменией натянуты уже давно. В конечном счете, все сводится к нескольким факторам. Первый – это вопрос поддержки Израилем Азербайджана через его оборонительные системы в условиях вооруженного конфликта. Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира, опубликованному в 2021 году, Израиль был источником 69% импорта оружия в Азербайджан за 5 лет, предшествовавших публикации отчета. Азербайджан использует израильское оружие в Нагорном Карабахе, в том числе против мирных жителей. Мы стали свидетелями большого военного сотрудничества. Азербайджан закупает израильское оружие на миллиарды долларов, существует сотрудничество в сфере военной обороны и разведки. Азербайджанская авиакомпания Silkway Airlines совершает частые рейсы в Израиль для импорта оружия. До этой последней эскалации самолет направлялся прямо из Израиля в город Гинджу, расположенный к северу от Нагорного Карабаха. Любая страна может продавать и покупать оружие. Проблема в том, что это оружие оказывается на наших границах и стреляет по мирному населению, заявил The Jerusalem Post посол Армении в Израиле Арман Акопян в сентябре прошлого года. В то же время он сказал, что, по его мнению, израильская общественность не настроена против Армении. Он прав, и это следующий пункт, главный. Израиль официально не признал геноцид армян. Весной 1982 года, перед первой международной конференцией по Холокосту и геноциду, проходившей в Иерусалиме и Тель-Авиве, Турция потребовала отмены 6 сессий, посвященных геноциду армян, и исключения армяноязычных участников. Они пригрозили прекратить защищать евреев, бегущих из Ирана и Сирии, если израильское правительство не подчинится. По состоянию на 2023 год около 34 стран мира признали геноцид армян. А Израиль – это страна, состоящая из людей, переживших геноцид, погромы и мучения, еще не сделал этого. Широко признано, что Адольф Гитлер считал, что может совершить свои злодеяния без последствий, потому что виновные в геноциде армян в основном избежали наказания. Израиль медленно, но верно становится меньшинством среди западных стран. На этой неделе, после нашего освещения вопроса признания палестинской государственности, к нам обратился читатель и указал, что недобросовестно, что Израиль продолжает отрицать геноцид армян и использует гибель 1,5 миллиона армян в качестве политической дубинки в дипломатии и международных отношениях. Он, конечно, не ошибается. Признание геноцида – то, что ясно как Божий день любому, кто знаком с базовым определением геноцида и располагает четкими данными о миллионах погибших от рук Османской империи, не должно совпадать с дипломатическим хождением на цыпочках. Если Израиль хочет, чтобы его признавали на международной арене как голос здравомыслия и законной морали, он должен поступать морально. Отложите эго в сторону. Признайте геноцид армян. Китай, Киргизия и Узбекистан заключили соглашение о строительстве новой железной дороги. Ее возведение стартует в октябре 2024 года, а закончится через 6 лет, в 2030 году. Инвестиционный портфель проекта составляет сумму в размере 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Половину из этих средств выделит Пекин, а остальные предстоит мобилизовать Бишкеку и Ташкенту. Согласно документу, строительство международного транспортного коридора будет проходить по комбинированному варианту маршрута,
Кашгар-Таругарт-Макмал-Джалалабад-Андижан. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее в Евросоюз. Ведь новая железнодорожная магистраль призвана не только связать страны региона, но и стать важной частью среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через страны Южного Кавказа, Азербайджан и Грузию. Протяженность железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан составит 454 километра. Причем 280 километров из них пройдут по территории Киргизии. На всей линии планируется оборудовать 18 станций, 81 мост и 41 тоннель общей протяженностью более 120 километров. В Киргизии также построят специальную разгрузочную базу, где поезда с европейской колеей, которая используется в Китае, будут переставлять на ширококолейный русский формат, распространенный в постсоветских странах. Предполагается, что по новой железной дороге будут ежегодно перевозить порядка 15 миллионов тонн грузов и около 300 тысяч пассажиров. Согласно оценкам специалистов, с появлением новой железнодорожной ветки, транспортно-логистическая ситуация и общий расклад сил в Центральной Азии заметно изменится. По мнению киргизских аналитиков, Абоз Бабахонова и Наргиза Мураталиева, в результате прокладки новой железной дороги Китай укрепит свое присутствие в Центральной Азии и получит альтернативный маршрут в Европу, а также в страны Ближнего Востока и Персидского залива. В Киргизии рассчитывают получить от железной дороги новый и стабильный источник дохода. Ожидается, что за счет ее эксплуатации государственный бюджет страны будет пополняться на сумму в $200 миллионов в год. Кроме того, получит развитие транспортная система. Ведь сейчас курсирует всего несколько поездов местного значения. Наконец, возведение магистрали позволит создать новые рабочие места и развитие экономики в целом. Больших выгод от проекта ожидает и Узбекистан. Железная дорога поможет узбекским производителям выйти на гигантский китайский рынок сбыта и поспособствует дальнейшему развитию экономики. Кроме того, Узбекистан стремится стать логистическим узлом в регионе, и строительство дороги будет важным шагом в этом направлении. Примечательно, что проект железной дороги Киргизия-Узбекистан-Китай начали активно обсуждать еще в 1990-е годы. Его тогда даже громко называли сухопутным Суэцким каналом. Дело в том, что благодаря появлению новой линии, поезда смогут перевозить грузы между портами Желтого и Северного морей, а также Персидского залива. По мнению экспертов, главным инициатором идеи выступил Китай. Железная дорога из Киргизии в Узбекистан позволит Пекину практически напрямую вести торговлю с Узбекистаном, а также связать Восток и Запад более коротким путем. Маршрут из КНР в Южную Европу сократится на 900 километров. Следует отметить, что с началом войны на Ближнем Востоке средний коридор получил большую актуальность. Ведь грузовое судоходство в Красном море фактически оказалось остановлено, и мировая торговля начала искать новые альтернативные пути транспортировки грузов. Одним из них как раз является мультимодальный маршрут среднего коридора, проходящий через территорию Китая, Казахстана, Азербайджана и Грузии. Как показывает практика, сейчас для доставки грузовых контейнеров из Китая в Грузию требуется всего от 8 до 10 дней. Тем самым, получается, что груз из Азии в Европу и обратно по среднему коридору может быть доставлен намного быстрее, чем по альтернативным морским маршрутам, идущим в обход Красного моря и огибающим Африку. Напомним, что по итогам 2023 года по среднему коридору было перевезено 2 700 000 тонн грузов, что на 86% превысило показатель за 2022 год. В настоящее время в проекте Транскаспийского международного транспортного маршрута представлены 25 компаний из 11 стран мира. Сам маршрут начинается в Китае, проходит Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и соединяется с Европой через Черное море и Средиземное море. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.